Среди пионеров механизации сельского хозяйства начала 20 века особое место занимает трактор Hardpar 3060. Он выпускался с 1907 по 1918 год и не просто заменял паровые машины. Он воплощал революционные инженерные решения, многие из которых опередили свое время. Друзья, всем привет! Это 40-й выпуск серии Pro, и сегодня мы знакомимся с трактором Hardpar 3060. Компания Hardpar основана выпускниками Висконсинского университета Чарльзом Хартом и Чарльзом Паром в 1897 году. Уже к началу 20 века она заняла лидирующие позиции в отрасли и производила треть всех бензиновых тяговых двигателей США. Однако конкуренты также набирали силу. Одним из конкурентов была образованная в 1902 году компания International Harvester. Работы над своим первым трактором International Harvester начали в 1905 году, а к 1910 в ее портфолио были такие модели, как Type A, Titan D и Mogul 45. Компания осваивала как внутренние, так и зарубежные рынки, создав филиалы в нескольких европейских странах уже к 1909 году. J.A. Case вошла в рынок керосиновых машин в 1911 году. Это был трактор Case 3060, на котором стоял двухцилиндровый горизонтальный двигатель объемом 30,9 литра. До этого момента Case в основном занималась выпуском паровых машин. Наиболее серьезную конкуренцию в сегменте тяжелых тракторов для Hardpar представляла компания Advance Ramley. Модель Ramley Oil Pool 3060 Type E выпускалась с 1910 по 1923 год. В этот период было продано более 8 тысяч машин этой серии. Трактор имел двухцилиндровый двигатель с диаметром цилиндра 25,4 см и ходом поршня 30,5 см и развивал мощность на крюке более 50 лошадиных сил. Уникальные с технической точки зрения машины предлагала Avery Company. Модельный ряд включал в себя машины мощностью от 16 до 80 лошадиных сил, массой от 2,5 до 11 тонн. Гигантские Avery были способны тянуть 8 и 10-корпусные плуги, однако их необычная трансмиссия со скользящей рамой оказалась слишком сложной для фермера. Выпущенный в 1907 году Hardpar 3060 имел весьма внушительные габариты. Длина более 5 метров, ширина 2,7, высота 3,8. Масса машины 9,2 тонны. На тракторе был установлен двухцилиндровый горизонтальный двигатель с диаметром цилиндров 254 мм и ходом поршня 381 мм. Общий рабочий объем двигателя 38,6 литра. Номинальная частота вращения 300 оборотов в минуту. Мощность на тяговом крюке 30 лошадиных сил. На шкиве двигателя 60 лошадиных сил. Двигатель Hardpar имел газораспределительный механизм с верхним расположением клапанов, что для 1907 года было редкостью. Большинство конкурентов использовали нижнеклапанные моторы или системы с автоматическими впускными клапанами. Также новшеством для индустрии было и применение камер сгорания полусферической формы. Они обеспечили лучшее смесеобразование и более полное сгорание топлива, что значительно повысило эффективность работы двигателя. Система зажигания работала от магнита. Момент зажигания мог регулироваться прямо на ходу. Это позволяло настроить работу двигателя под различные нагрузки. Однако запуск двигателя был серьезным испытанием. Для этого нужно было открыть декомпрессионные клапаны, залить топливо в специальные стаканчики и, прикладывая немалые усилия, вручную провернуть маховик. Диаметр маховика более 1 метра. В то время как большинство конкурентов использовали капельную систему смазки, система смазки двигателя Hardpar была принудительной. Вместо воды в качестве охлаждающей жидкости в Hardpar 3060 использовалось минеральное масло. По сравнению с водой оно не замерзало зимой и не испарялось летом, имело более высокую температуру кипения и не вызывало коррозии деталей. Однако масляное охлаждение имело и недостатки.
плохая по сравнению с водой теплопередача, разрушение резиновых патрубков и сложность обслуживания системы в полевых условиях. Первоначально объем системы охлаждения составлял 90 литров, но в более поздних модификациях его увеличили до 189. Трансмиссия Hardpar имела одну передачу вперед и одну назад. Максимальная скорость движения 3,7 км в час. Трактор мог оснащаться двумя типами дифференциалов на выбор – стандартным коническим для обычных работ и усиленным цилиндрическим для тяжелых работ, например, вспашки. Hardpar 3060 имел основной топливный бак объемом 189 литров для керосина и небольшой дополнительный бак для бензина. Бензин использовался только для запуска двигателя. Также в источниках упоминается наличие бака для воды. В 1909 году Чарльз Харт получил патент на двойной карбюратор, который позволял смешивать керосин с водой, что снижало детонацию при работе двигателя. Система рулевого управления была как на паровых машинах. Рулевое колесо, червячный редуктор, барабан с намотанной на него цепью и передняя поворотная ось. Радиус поворота составлял около 15 метров. Оператор размещался на открытой площадке под стальным навесом. Органы управления включали рычаг включения сцепления трансмиссии, рычаги управления топливной системой, декомпрессор для запуска и регулятор опережения зажигания. Основной сферой применения Hardpar была вспашка. Трактор мог тянуть 8-корпусный плуг при обработке стерни и 6-корпусный плуг при работе на целине. За один рабочий день он мог обрабатывать до 20 гектаров земли. Также Hardpar 3060 применялся в качестве стационарного двигателя для привода молотилок. В дорожном строительстве трактор использовался в качестве грейдера при проведении планировочных работ. За свою надежность трактор получил прозвище Old Reliable. Многие машины были способны работать без ремонта более 10 лет, что для начала 20 века было большим достижением. В 1909 году новый Hardpar 3060 стоил около $4000. Для сравнения, средняя ферма в штате Айова в начале 20 века оценивалась примерно в $10 000. Высокая цена объяснялась сложностью конструкции и малыми объемами производства. За весь период с 1907 по 1918 год было выпущено лишь 3798 машин. Условно эволюцию Hardpar 3060 можно разделить на 3 этапа. Изначально машины были бензиновые, но уже к 1909 году двигатель был полностью переведен на керосин. В этот же период была добавлена система с подачей воды в цилиндры. В период с 1910 по 1914 была увеличена емкость системы охлаждения, доработана система смазки, установлен центробежный масляный фильтр и усилена трансмиссия. В поздних модификациях велись работы по снижению веса и упрощению конструкции. Параллельно с выпуском модели 3060 компания работала и над другими машинами, такими как Hardpar 4080 и Hardpar 60-100. Однако уже к середине 1910-х стало понятно, что эра гигантов подходит к концу. Рынок требовал более компактных, универсальных и доступных машин. Так появились на свет Hardpar 2040, Little Devil 2522 и Oil King 2335. Но об этих машинах в следующих видео. Производство Hardpar 3060 было завершено в 1918 году. Однако последние 4 экземпляра были изготовлены по специальному заказу аж в 1924. Сегодня за полностью отреставрированный экземпляр Hardpar 3060 дают от 50 до 280 тысяч долларов. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем счастья, радости, любви. Пока.